Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же не может вас забыть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим. Итак, в каких же энергиях вы сейчас пребываете? Ой, какая печалька, ребята, что-то вы себя запустили. Давно таких карт не было. Ну, смотрите, во-первых, у вас довольно мрачное настроение, состояние. У кого-то может проигрываться упадок сил. Вот видите, у вас состояние это сродни какому-то вот похоронному настроению. Ужаснейшее. Разбитое сердце, да, кардинальные перемены, полно страхов перед будущим, и причем полно страхов перед этими переменами, да, вот вы не знаете, что будет дальше, как сложится ваша жизнь, вы не уверены в завтрашнем дне. От слова совсем не уверены. У кого-то это в большей степени проигрывается, у кого-то в меньшей, но тем не менее такое настроение, знаете, оно бывает довольно редко, и, конечно же, оно бывает связано с очень такими болезненными, тяжелыми ситуациями. Давайте-ка уточним, из-за чего у вас такое настроение, что произошло в вашей жизни. Смотрите, конечно же, это все связано было с женщиной. Причем с ней могла быть либо семья, либо серьезные отношения. Женщина, которая вот реально вам разбила сердце, да, в прямом переносном смысле. То есть это может проигрываться вранье, измена, причем то, что нанесло вам острую боль. После этой ситуации вот вы себя как будто вот, знаете, на какой-то период, ну, как бы в добровольное заточение, да, вот посадили. Я не говорю, что вы вообще из дома не выходили, но вот настроение такое вот отшельническое. У кого-то, опять же, я повторяю, из расклада в расклад. Поскольку это общий расклад, да, у кого-то это состояние уже, может быть, в прошлом осталось, да, у некоторых сейчас оно еще длится. Это зависит также от того, как давно вы расстались, допустим, развелись. Ну, то есть то, что было однозначно очень плохое, очень убитое, у некоторых даже сейчас это состояние продолжается, то это 100%. Но вы человек такой, знаете, я бы сказала, вы очень сильный духом. Вы сможете выкарабкаться, даже вот если кто из вас сейчас пребывает в таком, ну, очень разбитом, упадническом настроении, вы все равно выкарабкаетесь. Вы будете победителем, это 100%. У нас сам расклад об этом говорит. Причем женщина, которая вот сделала вам больно, она свою карму получит. Вот за то, что она причинила вам боль, бумеранг ей прилетит. Итак, смотрим, кто же не может вас забыть. Давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад сегодня. Женщина, смотрите, с которой у вас была любовь. Любовь, семья, гармония. Но это от слова «была». Знаете, вот дама, которая подарила вам очень много эмоций и которая подарила очень много боли. Ну, подарила, конечно, здесь не очень, может быть, подходит слово, потому что боль – это то состояние, которое лучше не дарить никому. Но, тем не менее, вот из-за этой женщины, она, знаете, вот даже не знаю, вот какие слова подобрать. Она настолько вот изменила вашу жизнь, когда-то давно, она в позитивном смысле изменила вашу жизнь, когда вы вот влюбились, у вас была такая любовь, счастье, гармония с ней. Какой-то период это продолжалось. Потом же эта женщина точно так кардинально поменяла вашу жизнь, но на 180 градусов. И уже вы ощутили всю прелесть в кавычках, прелесть боли, всю прелесть предательства, всю прелесть лжи. Вы познали все, что связано с этой женщиной. Ну, то есть это, знаете, человек, который
массу эмоций по жизни у вас вызвал. От очень хороших до очень плохих и ужаснейших. Причем, знаете, вы такой, насколько светлый человек, который даже сейчас, вот некоторые из вас могут как бы оправдывать ее, да, ее какие-то поступки, ее слова вы можете оправдывать. Может быть, даже некоторые из вас надеются на то, что вы помиритесь, да, на то, что она отдумается. Но, тем не менее, этот человек, который вас поверг в кризис. Вот кризис, причем даже по здоровью. У некоторых могут обостриться давние болезни, либо же появиться новые, да, плохой сон, все вот эти нервотрепки, когда не хочется ни есть, ни спать, вообще ничего не хочется. Сердце начинает пошаливать, да, давление и так далее. Ну, то есть с этой дамой у вас как хорошие, так и очень плохие воспоминания связаны. Итак, давайте-ка посмотрим, почему же она не может вас забыть. Знаете, потому что при вас, вот у нее была совершенно другая жизнь. Но она ее не оценила. Вот тогда она ее не оценила. Она была, вы посмотрите, она была настоящей вот императрицей. Она императрицей была при достаточно обеспеченном мужчине. Ну, то есть при вас, да, при мужчине, который, по крайней мере, старался все для нее делать, который из кожи вон лез, зарабатывал деньги, который старался, вкладывал все в семью, вкладывал все в свою женщину, да. Причем может проигрываться, что у вас есть либо совместный ребенок, либо же вы планировали этого ребенка, но что-то не получилось, да, может быть проблемы со здоровьем, либо же срыв беременности, ну то есть какие-то могли быть патологии. Женщина, которая, вот знаете, она при вас жила, горя не знала. Это она поняла только сейчас. Вот именно насколько вы ее окружили вот какой-то заботой, да, причем заботой сродни отцовской. У некоторых может проигрываться также, что женщина даже по хозяйству не очень хорошо, ну или же не очень много занималась, потому что вы вот старались по максимуму все взвалить на свои плечи. Вы помогали и по дому, и ну, в быту, то есть, может быть, кушать могли приготовить, да, там постирать, с детьми погулять и так далее. Ну, то есть, холили ее, ну, дальше некуда. Но это она поняла и причем оценила только сейчас. А раньше абсолютно, вот она это воспринимала как должное. Причем я не вижу, чтобы она это отдавала. Вот я не вижу. Даже если отдавала, это были какие-то крупицы. Крупицы заботы, крупицы внимания, там той же ласки, да. В самом начале еще у вас было более-менее как-то вот в начале отношений. Но потом вот эта женщина, она стала, знаете, вот как называют их потребителями. Вот один отдает, другой принимает. Вот она именно принимала, она больше к потребителям относится. Женщина, которая любит красивую жизнь, которая любит вот эти все цацки-побрякушки, которая в мужчине ценит исключительно то, что он ей дает. Начиная от каких-то эмоций, начиная от любви, заботы, внимания и так далее. Да? Ну, то есть она такой человек, который очень ценит в мужчине статус, который ценит деньги, который ценит все то, что мужчина может дать, и в том числе любовь, заботу, да, потому что, ну, если брать для сравнения, допустим, разных партнеров, то кто-то один, может быть, может окружить заботой, вниманием, да, и так далее, и не побрезгует даже в быту помочь женщине. А другой мужчина может, допустим, сказать, что нет, бытовая сфера это чисто женская, да. Вот хоть я ее люблю, но помогать не буду. Есть и такие кадры, уж поверьте, таких довольно много. Приходит и дома перед телевизором лежит с бокальчиком. Ну, то есть вот знаете, она такой человек, который просматривает вот человека как будто насквозь. Вот знакомится, да, вот даже с мужчиной, вот с вами так было, с другими потом мужчинами. Вот она знакомится, и она видит человека, ну как бы вот как рентгеном просматривает, что из него можно взять, да. Кто-то финансы, кто-то вот даже по манере общения, кстати, очень легко, если это довольно умная женщина, можно определить,
насколько человек будет щедрым, отзывчивым, добрым, порядочным. Это все в разговоре очень легко просматривается. И она вот как бы сканирует мужчину, что с него можно взять, насколько он будет выгоден, насколько он будет заботливый, обеспеченный, да, насколько он ее кружить будет и все ее хотелки исполнять. Она это все просчитывает. Но вот о вас она поняла именно сейчас и осознала, кого она потеряла. Так, смотрим дальше. Что же теперь с ней происходит? Вот она осознала, и что дальше? Вот знаете, она это осознала, и она как бы вот этими мыслями, она вгоняет себя вот в некий тупик такой. Она, с одной стороны, осознает, что все потеряно, да, но все равно вот как-то в душе и в мыслях она допускает ситуацию примирения. Вот она еще, вот пусть даже на 1%, но она как-то еще думает, надеется, а вдруг получится. Ну, единственное как, да, вот она не знает как, каким образом, у нее такой своего рода тупик. Она не знает, как вернуть эти отношения. Вот она только сейчас поняла, что вы были ей дороги, что вы именно тот человек, который ей нужен, потому что, ну, как бы сейчас я не вижу у нее особого счастья в личной жизни. Она не встретила после вас такого мужчину, который бы до такой степени заботился, любил ее, кружил и все ее хотелки удовлетворял. То есть она вот сама себя теперь, знаете, вот поедает своими черными мыслями, вот этими сомнениями, какими-то, знаете, кусаниями локтей. Локти, наверное, вкусные теперь у нее. И она запуталась, она реально запуталась, у нее своего рода ностальгия за вами появилась. Будет ли она что-то предпринимать? Давайте-ка посмотрим. Смотрите, у некоторых из вас, опять же, помним, что это общий расклад, может проигрываться такая ситуация, что женщина объявится через какой-то период времени, причем она проявится через какое-то искушение, может быть, да? Вот у нас как вот этот дьяволенок, да, к женщине проявляется с какими-то вот ее махинациями. Вот она снова включит свое обаяние, она включит жалость, вот такая бедная несчастная, как ей плохо. Может быть, она начнет рассказывать, как она скучает по вас, да, либо же там начнет плакаться, какая у нее тяжелая безденежная жизнь. Ну, то есть какие-то уловки будут. Она знает, что вы сильный мужчина, что вы поможете, вы и любую проблему решите, если нужно, да? Вот она включит какие-то уловки, вот свою фантазию она подключит к этому всему, чтобы снова взять вас в оборот, чтобы как-то сблизиться с вами, потому что, ну, тяга к вам есть все равно. Она, причем, она об этом никому не говорит, это мы как бы в ее потайные души залезли, да, вот посмотрели, просканировали ее чувства, мысли. Ей, я вам скажу, даже стыдно, даже подругам и ближайшим родственникам признаваться в этом, потому что, получается, она сама разрушила свое счастье, она сама как бы накосячила, да, и теперь, конечно же, но она же не может упасть в глазах окружающих. Поэтому она вот как бы продумывает, ну, продумывает наедине с самой собой, вот как ей вырулить из этой ситуации, как можно вас захомутать дальше, что ей делать. Давайте-ка посмотрим, получится ли что-то из этого. Ей очень страшно. Ей страшно вот к вам, да, однозначно. Посмотрите, жажда денег. Вот эта карта, она говорит вот просто одна даже за весь расклад. Очень четко говорит, человек жадный к деньгам, да, вот она не может ручонки свои дотянуть, она опять же хочет появиться, но чтобы вернуть ту красивую жизнь, которая у нее была. Я не говорю, что она там золото, бриллианты имела, да, но она имела то, что сейчас она не может иметь, не может себе позволить. Она, я вам скажу, она очень боится еще к вам проявляться. Она боится вашей реакции, потому что она знает, что вы можете и крепкое словцо приложить, что вы можете там послать куда подальше, да, либо же трубку бросить, либо вообще захлопнуть дверь и не захотеть с ней разговаривать.
Ну, то есть человек, который, знаете, она будет пытаться вот включать как бы такую бедную несчастную «спасите, помогите», да, она будет надеяться на то, что все-таки вы откликнетесь, потому что она прекрасно знает вас, она прекрасно знает ваш характер, допустим, отзывчивость, доброту, там, порядочность и так далее. Она будет все вот эти свои уловки, манипуляции включать, но это будет исключительно ради красивой жизни. Вот я говорю, можно было даже не делать расклада, просто вот если бы первой картой это выпало у нас, да, можно дальше не смотреть. Поэтому смотрите, она своего не добьется, потому что вот как этот человек не может дотянуться до денег, да, точно так она не сможет дотянуться до ваших денег. Но тем не менее, держите, мальчики, ухо востро. Потому что, ну, знаете, женщины, народ довольно такой своеобразный. Они знают, на какие кнопочки у вас нажать, за какие ниточки подергать, чтобы какие-то определенные эмоции, чувства в вас включить. Поэтому будьте бдительны, будьте внимательны, если ваша бывшая появится на горизонте. Очень осторожно слушайте и фильтруйте. Если есть возможность узнать, узнайте, правду ли она говорит. Может быть, ну действительно так совпадет, что у нее какие-то проблемы, да, может реально она потребует какой-то помощи, да, ну просто чисто по-человечески. То уже может быть отбросить злость какую-то, если это реально проблема есть, да, может быть, человек остался без копейки вообще, да, ну бывает сейчас такая как бы ситуация вообще всемирная, и кризисы, и все это. Может быть, реально человек остался без работы, без куска хлеба, да, то ну просто чисто по-человечески, да, вы можете помочь. Но чтобы вот вернуть то, что было, те отношения, что были, но это однозначно нет. Она этого не добьется, вот она не дотянется ни до вас, ни до ваших денег, вы просто ее раскусите. Причем знаете, вот я уже не раз говорила в своих видео, еще раз повторюсь, если кто не слышал. Вот если вы, допустим, хотите помириться с бывшей и надеетесь, что вот вы вернетесь, и все начнется вот как было в начале отношений, я вас огорчу, не начнется. Это вам скажет даже любой психолог. Потому что так, как было раньше, не будет уже никогда, к сожалению. Мы возвращаемся, вот когда мы, допустим, миримся с человеком, сходимся назад, мы возвращаемся в ту же точку, из которой мы разошлись. Мы возвращаемся не в начало отношений, ребята, услышьте меня. Не в начало. Не будет сюси-пуси и всего этого шоколада, который был в начале. Вы вернетесь в ту же точку, с которой вы разошлись. То есть вы будете помнить и все косяки, вы будете помнить все предательство, все обиды, все проблемы. То есть это все будет между вами стоять. Его никуда не денешь. Память, к сожалению, нельзя стереть ластиком. Поэтому прежде чем думать о примирении, подумайте о том, что человек не меняется, о том, что человек, да, в своих корыстных интересах, вот как в данном случае, человеку чисто нужна вот красивая жизнь, да. Она, вот знаете, мне сейчас как-то вот почему-то мысль такая пришла. Даже сейчас она ведь, да, вот как я говорила только что в раскладе, она, да, она оценила вас, оценила вашу заботу, внимание, красивую жизнь, но здесь ни слова как-то о любви. Понимаете? То есть о чувствах, о любви. То есть здесь выгода. Выгода получить от вас снова те же эмоции, ту же любовь, те же финансы. Человек нацелен чисто на выгоду. Поскольку выгода бывает разная, то здесь выгода очень разносторонняя просматривается. Поэтому смотрите, готовы ли вы снова принять в свою жизнь женщину, которая будет вас использовать и дальше? Потому что, опять же, я вас огорчу, но человек не меняется. Чтобы человек поменялся, захотел меняться, нужна очень сильная мотивация. Очень сильная. И то кардинально человек не поменяется. Поэтому я бы вам советовала все-таки пусть, если даже больно, обидно, да,
Пусть пройдет какое-то время, отболит, отстрадает, да, вот ваша душа. Но вы все-таки будете идти дальше. Уже будет новая история любви, новые отношения. И не будет вот этих всех ваших терпелок, склеиваний разбитой чашки, да, вот не будет вот этого негатива. Вы сами себя затягиваете в негатив, если вы хотите снова помириться, потому что вы снова вернетесь в тот же негатив. Да, какой-то период она может ради денег, какой-то выгоды, она может одеть маску, поиграть в любовь, да, такой любящий прикинуться, но это надолго не будет, ребят. Все равно истинное лицо ее выйдет наружу, все равно она проколется. И будет то же самое, а может еще и хуже. Поэтому подумайте и будьте бдительны, если бывшая появится на горизонте. Это плохая примета. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!